Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об атласных картах. На самом-то деле эти карты принято считать настоящим кошмаром для фокусников или кардистов, но так ли все плохо на самом деле? Итак, давайте разбираться обо всем по порядку. Когда я только начал заниматься фокусами и вообще не подозревал о таком виде искусства, как кардистри, на тот момент моей самой первой колодой стала именно колода атласных карт. Но только мне ее купили с большой надеждой на то, что в скором времени я потеряю интерес к игральным картам. Сами понимаете, что у многих родителей карты вызывают, как бы это помягче сказать, не самые лучшие впечатления. Это, конечно, интересная история, и, возможно, я о ней расскажу, но в других роликах. Так вот, интерес к карточным фокусам я не потерял, а даже наоборот. Хотя до того момента, как я получил колоду атласных карт, у меня уже был сложен на ней небольшой стереотип, и сами понимаете, что этот стереотип был не очень положительным. Поскольку, насмотревшись различных роликов на ютубе, почти все фокусники и карточные манипуляторы в один голос утверждали, что атласки это... Но, увы, других карт у меня просто не было, поэтому пришлось пользоваться тем, что имею. Конечно же, тогда мне очень хотелось хотя бы просто подержать те самые настоящие, оригинальные карты покерного размера. Bicycle стандарт. Сколько же я раз слышал о том, что карты Bicycle такие классные, скользкие, упругие и не имеют эффекта памяти. А самое главное, что карта Bicycle при сложении с двух сторон не ломается, как это происходит с теми же атласками. Сейчас я вам это как раз таки продемонстрирую. Итак, давайте начнем с Bicycle стандарт. Возьмем. Вот. Сгибаем карту, чтобы кончики соприкоснулись. Вот, соприкоснулись. Все. Видите, карта, она не сломалась. Ее можно обратно вот так выгнуть и все, пользоваться дальше. Карточка жива. Теперь давайте посмотрим, что же будет с атласной картой. То же самое. Сгибаем. Кончики соприкоснулись. Теперь смотрим. Видите, уже пошел разлом, и если мы обратно выгнем, даже будет еще хуже. Видите? Такой разлом, и карта уже в негодности. Все. Да, друзья, сразу вам скажу, что в сегодняшнем видео мы не просто определим и разберем все плюсы и минусы этих двух колод, но также я вам продемонстрирую, на что способна самая обычная колода карт за 15-20 рублей. Что ж, рассмотрим плюсы атласок. Первый плюс это, конечно же, ее цена. Лично моя колода атласок была куплена за 15-20 рублей в каком-то супермаркете. То есть, как вы понимаете, купив колоду за 15-20 рублей, уже можно сильно не переживать, если вдруг ваши атласные карты будут часто рассыпаться или падать на пол, и при этом портиться, поскольку вы сможете ее всегда заменить на такую же колоду, новую. Особо так не транжиря свой семейный бюджет. Следующее преимущество, так это то, что не нужно перед каждым разом использования колоды мыть лишний раз руки. И бояться того, что вдруг вы грязными или запотевшими руками вы испортите уникальное покрытие ваших карт. Поскольку никакого уникального покрытия напыления тут в атласных картах абсолютно нету, разве что какой-то обычный глянец. Ну а если вы все-таки помыли руки, то вам не нужно будет беспокоиться о том, что вы их недостаточно хорошо высушили, ибо незначительная часть влаги с ваших рук абсолютно никак не повлияет на внешний эстетический вид атласных карт. Зато для вашей колоды карт Bicycle влага или хотя бы какая-то милюсенькая капля воды, попавшая на ребро карты, будет настоящей трагедией. Также еще из плюсов можно, конечно же, отметить маленький размер. Но это если вы только начинающий фокусник или кардист, то с маленькой колодой вам будет намного легче проделывать различные трюки. Хотя я настоятельно рекомендую новичкам использовать колоду именно покерного размера, и позже я вам объясню, собственно, почему. И, наверное, последнее преимущество в атласных картах, которое найдут для себя начинающие фокусники или кардисты,
так это то, что атласки очень мягкие. То есть, когда вы будете проделывать разные трюки, то вам не нужно будет прикладывать к этому каких-либо сверхтитанических усилий. Да-да, вы не ослышались, именно титанических усилий. Ведь большинство начинающих фокусников или кардистов, когда только получают свою заветную, долгожданную колоду Bicycle, в первую очередь задаются вопросом: слушай, это нормально, что она такая жесткая, я ее даже согнуть не могу? Обязательно ставь лайк, если помнишь, какой жесткой для тебя казалась твоя первая Bicycle стандарт. Итак, Bicycle стандарт. Как я уже упоминал об этом ранее, в отличие от атласа, карты Bicycle стандарт имеют уникальное пластиковое покрытие Air Cushion Finish, которое не только придает невероятное скольжение между картами вашей колоды, но и повышает срок ее службы. И если атласок при ежедневном использовании в тренировках флоришей вам хватит максимум на 2 недельки, то картами Bicycle стандарт, если исходить из моего личного опыта, при ежедневном их использовании в среднем по 20-30 минут в день они вам прослужат, внимание, не менее 2 лет. И при этом ваша колода останется еще годна в использовании. Но это, конечно, при условии, если вы будете соблюдать 2 простейших правила их использования. Первое, вы должны знать, что карты Bicycle боятся влаги, а второе, карты Bicycle сильно портятся при падении карт ребром. То есть, попросту говоря, их не следует брать влажными руками, и нужно постараться поменьше их ронять, а в идеале вообще их не ронять и тренироваться со своей колодой над какой-нибудь мягкой поверхностью, например, ковром. Кстати, расскажу вам одну интересную особенность. А знали ли вы, что карта Bicycle стандарт, в отличие от атласок, чаще всего падает с высоты именно ребром вниз? А знаете, почему так происходит? Дело в том, что, как я уже и говорил, карты Bicycle не имеют эффекта памяти. То есть, сколько бы вы их раз не сгибали, они всегда принимают свое изначальное линейное положение, то бишь всегда остаются ровными. Поэтому при падении с высоты карта, будучи идеально ровной, словно лезвие разрезая потоки воздуха, чаще всего падает не кувырками вниз, а именно ребром. Что я могу сказать? Просто постарайтесь поменьше их ронять. Зато вы можете быть уверены, что даже изрядно так потренировавшись со своими картами Bicycle и потом положив их на пару часиков в коробок, они вновь примут изначально идеально ровную форму, чем, конечно же, не могут похвастаться атласки. Как я уже об этом говорил, карты Bicycle имеют больший размер по сравнению с атласками и тем самым могут создать определенные неудобства при их использовании новичкам. Поэтому многие, кто переходит с атласок на Bicycle, дополнительно стараются купить карты Bicycle не покерного размера, а их уменьшенную версию, например, Bridge. Вот так они выглядят. Все абсолютно одинаковое, только они просто уже, чем стандарты. Давайте я вам это покажу. То есть вот, чуть-чуть вот так уже. Но я вам категорически не советую их покупать. И повторять мою ошибку просто не надо, тратя на это лишние деньги. Во-первых, лично мне эти карты просто вообще не упростили мои тренировки. А во-вторых, если достаточно долгое время ими пользоваться, то можно привыкнуть к ним и к уменьшенному размеру. И когда вы начнете пользоваться стандартами, вам уже будет вообще непривычно и намного сложнее ими пользоваться. Так что вообще не парьтесь и сразу начинайте пользоваться обычными стандартами. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. И вот вам небольшой пример. Когда я начинал тренировать американскую тасовку карт Riffle Shuffle с Bicycle стандарт, и поскольку у меня на тот момент не было вообще никакого опыта, мне казалось, что это почти невозможно ее выполнить. Поэтому я придумал свою фишку, с помощью которой я вообще очень быстро освоил эту тасовку карт. И об этом я как раз таки снял обучение. Оно будет, это видео, где-то вот тут.
Вообще, если говорить в целом, то может показаться, что сравнивать карты Bicycle с обычными атласками даже как-то не совсем корректно, ведь у карт Bicycle неоспоримо больше преимуществ. С Bicycle вы можете проделывать сотни тысяч различных трюков и не бояться того, что после этого ваша колода придет в негодность. Например, можно сделать идеальное фаро и не переживать о том, что края вашей колоды погнутся, а вот с атласками такое выполнить точно не удастся, даже после первого фаро она уже выйдет из строя. Но давайте так уж не будем обижать наши старые добрые атласки и дадим им шанс показать, что они еще что-то могут. Итак, поехали! Что ж, давайте подведем итог. Если вы еще не уверены в том, что хотите заниматься кардистри или фокусами, то для начала вам более чем подойдут атласные карты. Так сказать, дешево и испортить не жалко. А чтобы вы не ломали свою голову над тем, с каких трюков вам лучше всего начать свое обучение, то вот тут в подсказочке я оставлю плейлист, который я создал специально для тех, кто только начинает осваивать азы карточных трюков, флоришей. Но если вы все-таки решили продолжать и не останавливаться на достигнутом, то карты Bicycle Standard как раз таки дадут вам такую возможность для совершенствования в этом направлении. Ну вот и все, надеюсь, это видео было для вас полезным, и если это так, то обязательно кликайте на лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на эту красную кнопку, чтобы она становилась серой, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Всем удачи, всем пока-пока!